Привет! Решил сделать обзорное видео и показать, с чего начал ремонт дачного дома, подвести итоги ремонта мансарды, а также сделать обзор мебели после эксплуатации, в особенности парящей кровати, на которую, по мнению многих в комментариях, невозможно сесть, не опрокинув ее. Но обо всем по порядку. Так выглядела мансарда до ремонта. Ее использовали, как и на большинство дачах, для складирования хлама и сушки лука. За время ремонта были с нуля сделаны стены, пол, потолок. Возведена гардеробная, смонтирована чердачная лестница, установлены окна ПВХ, собрана парящая кровать и тумба под ТВ, смонтирована лестница. Сразу подчеркну, что я не занимаюсь профессиональными ремонтами и не изготавливаю мебель. Это все мой первый пробный опыт, и я им просто решил поделиться. Ремонт мы начали с изготовления лестницы. Раньше в потолке был люк, и использовали обычную приставную лестницу, чтобы забраться на чердак. Изначально я искал мастера, который сделает лестницу, но нам выставили счет в $700 только за работу без учета материалов. Материалы из сосны стоили около $250. Когда я узнал, что на изготовление лестницы у мастера уходит 2-3 дня, то решил попробовать сделать ее сам. В итоге понадобилось небольшое количество инструментов. Две тетивы размером 300 на 500 мм, ступени под ступенки. В тетиве с помощью дисковой пилы сделал пропилы для ступеней и подступенков и собрал все в единую конструкцию. На все ушло дней 5. Во время эксплуатации стало понятно, что я зря не сделал на подиуме поворотную ступень, о чем сейчас жалею. У нижней части лестницы угол 43 градуса, а у верхней 49, и это немного крутовато. В планах я хочу переделать верхнюю часть лестницы, и поворотная ступень поможет мне это все исправить. После лестницы занялся полом. Пол я застелил сосновой доской. Текстура сосны мне очень нравится, особенно после покрытия маслом и лаком. Но тут без косяков не обошлось. Перед покрытием маслом мелкие щели замазал шпаклевкой по дереву, и она потрескалась со временем. Надо было ее делать самому, из ПВА-клея и опилок, или использовать герметик. Но это полбеды. Спустя 3 года эксплуатации доска опять ссохлась, и появились щели примерно по 1 мм. Начал изучать, почему так произошло, и вычитал в интернете, что сосновый пол после укладки через 3 года надо перекладывать. И это не говорит о том, что у вас была доска влажной. Это просто такие особенности соснового пола. Лестница от комнаты я отделил стеной, и внутреннюю часть зашил вагонкой, выкрашенной белой пропиткой. Пропитка сохранила текстуру дерева, но избавила от желтизны. Высота потолков позволила организовать одну из систем хранения – антресоль, прям как в планировках советского периода. Сделал ее максимально незаметной, получилось очень удобно. Увеличил размер оконного проема. Когда устанавливал окно, учитывал, что под ним будет подоконник в виде лавки. И мы, насмотревшись картинок в интернете, думали, что будем на нем часто сидеть, смотреть в окно и пить кофе. Но в реальности мы его не используем. А вот собаке очень понравилось. Он любит наблюдать за территорией и соседями. В принципе, сделали не зря. Утепление стен я сделал только на 10 сантиметров. Но когда я буду менять фасад дома, сделаю еще перекрестное утепление на 5 сантиметров. Большую часть стен зашил гипсокартоном в один слой. Все рекомендуют в 2 слоя, но я не вижу в этом смысла. Единственное, если я сейчас бы делал стены, то лучше под гипсокартон прикрутил бы фанеру толщиной 5 мм, чтобы можно было бы на ней что-нибудь закрепить. Дом мы используем как дачу и проживаем только сезонно. Как вы заметили, у меня установлены радиаторы отопления, но они пока не работают. Решил сразу проложить трубы за стенами, вдруг захочу сделать отопление. Далее гипсокартон наклеил стеклохлостом, предварительно обязательно заделав все швы, отштукатурил и покрасил. Неожиданно, но помещение получилось довольно большое для дачных размеров. Площадь комнаты 28 метров квадратных и высота потолков 2 метра 75 сантиметров. Плюс еще осталось место под довольно большой чердак. Для него была установлена складная чердачная лестница с люком. Как показала практика, она очень удобная в эксплуатации.
Гардеробная была спланирована сразу. Это очень удобно, особенно на мансардном этаже из-за скосов крыши, так как поставить обычный шкаф – это проблема. В гардеробную установил откатную дверь. Более подробное видео про монтаж откатной двери и гардеробной есть на канале. Ссылку оставлю в описании к видео. Декоративные балки установил специально из сырого бруса 100 на 100 мм. Для создания эффекта состаренности я их предварительно брошировал. Кроме того, они со временем высохли. Их покрутило, и они потрескались. Для создания атмосферы загородного дома одну из стен зашил необрезной доской, но я ее не укладывал внахлёст, как это обычно делают. Предварительно зашил стену тонкой фанерой, а уже после на нее прикрутил доски. Покрыл все темным маслом. Для доступа к оставшемуся пространству за стеной сделал небольшую дверцу. Про тумбу под телевизор также есть видео на канале, ссылка в описании. В комментариях спрашивали, не повело ли фасад тумбы со временем. Показываю, что спустя год не повело. Да, я в основном все делаю из сосны, так как это недорогой материал. Однако сосну может легко покрутить, да и сам материал мягкий. Но для дачи, на мой взгляд, это не критично. Ну а теперь пришло время поговорить о парящей кровати. Но начну я с того, что все-таки установил подсветку под кровать, как мне многие советовали под видео о ней. На удивление, подсветка оказалась не только декоративной, но и удобной в эксплуатации. Легкий приглушенный свет от нее позволяет не покалечиться, когда нет необходимости в потолочном освещении. А теперь о наболевшем. Согласно большому количеству комментариев под видео о парящей кровати, получается, что когда я сажусь либо ложусь на кровать, то падаю на пол, так как кровать у меня опрокидывается. Но если у меня все-таки получается забраться на кровать, то лучше мне не шевелиться, так как она дико скрипит. Теперь давайте я попробую развеять эти домыслы. Ложиться и садиться я не буду, лучше сразу встану и похожу. Мой вес всего 85 килограмм. А судя по комментариям, средний вес мужчин колеблется от 100 до 130 килограмм. Только когда я начинаю ее расшатывать, чувствуется небольшое колебание кровати. Если со мной ничего не случилось, то, думаю, средний мужчина сможет сесть на край этой кровати, и она не опрокинется. Также немного попрыгаю на ней. В полный рост у меня не получится, так как буду упираться в стену. Шума не больше, чем у обычной кровати. Скрипа не слышно. Еще было много вопросов по задней стенке кровати. Я ее делал из тонкого мебельного щита толщиной 18 мм, но потом усилил поперечными рейками. Говорили, что из-за реек его порвет и по итогу все равно выкрутит. Но, к моему счастью, все с ним хорошо. Подводя итог, могу сказать, что делать ремонт своими руками оказалось вполне реальным, и это существенно экономит бюджет. Конечно, уходит много времени, но мне это нравится. Отношусь к этому как к хобби. На этом ремонт мансардного этажа можно считать оконченным. В новом дачном сезоне займусь ремонтом и благоустройством террасы и веранды. Так что, как говорится, не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр.